Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Я вам уже неоднократно рассказывала о моей бесконечной любви к торту медовик. Какие торты я только не готовлю, но медовик все равно остается для меня самым вкусным. Если вы разделяете мою любовь, обязательно ставьте плюсик в комментариях. Посмотрим, сколько нас таких любителей медовиков. На канале уже есть огромнейшее количество медовых тортов, разных вариаций, разных интерпретаций, но своему классическому рецепту я все равно не изменяю, продолжаю его улучшать, дорабатывать. И вот у нас предстоит небольшое семейное мероприятие, и я решила приготовить опять медовик. На сегодняшний день это лучшая версия моего классического рецепта. Торт получается просто фантастический, нежнейший, со сметанным кремом, с начинкой. В общем, давайте готовить. Начнем с теста. В сотейник отправляем яйца, сахар, соль, мед. Все это перемешиваем до однородности. Подробная рецептура, как всегда, будет в описании под видео. Как только масса стала однородной, добавляем сливочное масло, нарезанное на небольшие кусочки, и сотейник отправляем на плиту. Огонь средний, при постоянном помешивании нагреваем массу и доводим до кипения, но не кипятим. Как только видим первые пузырьки, сразу снимаем сотейник с огня. И в горячую массу всыпаем соду. Активно перемешиваем. Сода будет реагировать с кислотой меда. Масса начнет светлеть, увеличиваться в объеме и образуется вот такая шапка из пены. Теперь эту массу необходимо остудить до теплого состояния. Можно просто оставить при комнатной температуре, можно поставить в емкость большего размера, наполненную холодной водой, и периодически перемешивать. Когда масса остыла, а пена осела, можно продолжать готовить тесто. Температура должна быть не выше 35 градусов. Муку необходимо предварительно просеять и добавлять небольшими порциями. Сначала я замешиваю тесто прямо в сотейнике с помощью силиконовой лопатки, а затем оставшуюся просеянную муку высыпаю на рабочую поверхность, выкладываю вот такое полужидкое мягкое тесто и продолжаю замешивать руками. Если хотите, можно это сделать в планетарном миксере насадкой весло. Но тесто очень приятное в работе, оно такое очень мягкое, нежное, и поэтому вручную его замесить не составляет вообще никакого труда. В итоге тесто возьмет в себя всю муку и все равно останется таким достаточно липковатым. В конце я его уже замешиваю шпателем, потому что, видите, к рукам оно уже достаточно прилипает, и к рабочей поверхности тоже. Но дополнительную муку я не добавляю, потому что после охлаждения тесто станет более плотненьким. Вот такое мягкое липковатое тесто я заворачиваю в пищевую пленку, можно в пакетик, и убираю в холодильник. Примерно на час, чтобы оно хорошо охладилось. Тесто можно немножечко сплющить, тогда оно охлаждается побыстрее. Можно это тесто приготовить заранее, оно прекрасно хранится в холодильнике, и можно его даже замораживать. И пока тесто охлаждается, приготовим начинку. Сегодня она у меня будет малиновая. В сотейник с толстым дном я отправляю малиновое пюре и добавляю сахар с кукурузным крахмалом. Все это перемешиваю, чтобы крахмал полностью растворился, и отправляю на огонь. При постоянном помешивании довожу массу до кипения и кипячу примерно 30 секунд, чтобы крахмал загустел. Пюре здесь вы можете использовать любое, но идеально для медовика подходит пюре с кислинкой. Это вишня, это черная смородина, это малина, в общем, любые кислые ягодки. В итоге получается вот такой достаточно густой малиновый конфитюр. После охлаждения полного он станет еще немножко гуще. Начинку тоже можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до сборки торта. Я ее перекладываю в кондитерский мешок и убираю в холодильник до полного остывания. Возвращаемся к охлажденному тесту. После холодильника оно становится более плотным и не липнет к рукам. Я буду готовить торт диаметром 18 сантиметров, такой достаточно высокий. У меня будет 12 коржей, соответственно, я делю тесто на 12 равных частей. Лучше использовать весы. Каждый кусочек теста округляем и очень тонко раскатываем. Я раскатываю сразу же на бумаге для выпечки. Обязательно, чтобы она была силиконизированная, чтобы коржи не прилипали.
Сейчас я пользуюсь бумагой для выпечки от производителя Bakery Lab. У нее просто идеальное качество, поэтому с большим удовольствием поделюсь с вами полезной информацией. Эта бумага силиконизированная, она антипригарная, к ней ничего не прилипает, ничего не пригорает, она выдерживает достаточно высокие температуры в духовке, и все, что я на ней не готовлю, это и выпечка, и основные блюда, и мясо, ничего не прилипает, и противень всегда идеально чистый. Эта бумага производится в Чехии. Самое главное, что она абсолютно безопасная и есть все подтверждающие сертификаты качества. Бумагу Bakery Lab можно приобрести на маркетплейсах, например, на Wildberries. Ссылочку оставлю в описании под видео. Недавно я решила просто для сравнения заказать еще один вид бумаги и просто ощутите разницу, как говорится. И там производитель заявляет 50 метров в намотке, но разница очевидна. Просто посмотрите. Слева это Bakery Lab и намотки, практически в 2 раза больше. Вот так поступают непорядочные производители в надежде на то, что никто же не будет ее разматывать при покупке и перемерять. Еще за что я очень сильно люблю эту бумагу, за то, что она многоразовая. Вот я отрезала 2 кусочка бумаги, и все 12 коржей на этих 2 листочках я спокойно испеку. Итак, берем кусочек теста, сверху присыпаем мукой, чтобы скалка не прилипала, и раскатываем достаточно тонко. Мне нравится, когда в медовике много тоненьких коржей. В принципе, вы можете разделить тесто на меньшее количество коржей, и тогда коржи у вас будут просто чуть-чуть потолще. Но это уже кто как любит. Напомню, что я готовлю торт диаметром 18 сантиметров, поэтому рядышком под рукой я держу кольцо диаметром 18 сантиметров, просто чтобы ориентироваться на нужный диаметр коржа. Но сразу я не вырезаю. Раскатанное тонкое тесто накалываю вилкой и отправляю выпекаться. Режим вверх-вниз без конвекции, 180 градусов. Выпекаются коржи очень быстро, буквально считанные минуты, поэтому следите, чтобы они у вас не подгорели, и пересушивать, передерживать в духовке их не нужно, чтобы они остались нежными. Нужно, чтобы они слегка подрумянились. И пока выпекается один корж, я параллельно быстренько раскатываю следующий. Пекутся они очень быстро, поэтому получается такой конвейер, и много времени это совершенно не занимает. Вот так. Подрумянился корж, и сразу же, пока он мягкий и горячий, вырезаем его до нужного диаметра, используя кольцо, либо можете взять просто тарелочку и ножом по кругу обвести. Перекладываем корж на решетку. Видите, от хорошей бумаги он просто отскакивает. И пусть коржи остывают на решеточке, и рядом обрезки тоже, в дальнейшем мы их будем измельчать. И далее на этом же листе бумаги я быстренько раскатываю следующий корж, при этом только не забывайте следить за тем, который уже находится в духовке. Таким образом я отпекаю и вырезаю все 12 коржей и складываю их стопочкой друг на друга, чтобы они остывали. Когда мы коржи обрезаем не до выпечки, а после, они получаются идеально кругленькими, идеально ровненькими, и собирать торт потом с этими коржами просто одно сплошное удовольствие. Теперь еще один приятный бонус медовика, особенно он будет актуален для занятых хозяек. Коржи можно приготовить заранее, они прекрасно хранятся просто при комнатной температуре герметично до 2 недель. То есть вы можете их заранее испечь и потом уже накануне собрать тортик. Для сборки медовиков все используют разные виды кремов, но для меня идеальный крем для медовика — это, конечно же, сметанный. Он добавляет медовику вот эту особенную кислинку, и для того, чтобы сделать сметанный крем более нежным и воздушным, я его соединяю со сливками в пропорции 1 к 1. На это количество коржей я беру 400 грамм жирной сметаны и 400 грамм жирных сливок. Сначала взбиваю очень холодные жирные сливки. Когда они начинают немножко густеть, добавляю сахарную пудру, добавляю немножко ванили, можно использовать ванильный сахар, ванильный экстракт. И далее взбиваю сливки уже до плотности. Вы можете здесь вкус варьировать. Если вам больше хочется подчеркнуть сметанный вкус, вы можете взять, например, 500 грамм сметаны и 300 грамм сливок. Либо наоборот взять 500 грамм сливок и 300 грамм сметаны. Но для меня идеальный баланс — это вот 1 к 1. Далее ко взбитым сливкам добавляем жирную сметану. И все это либо на минимальной скорости миксера, либо вручную лопаточкой перемешиваем. Лучше лопаточкой, чтобы сливки не перевзбить, чтобы крем не расслоился. Далее 100 грамм крема я
Сразу откладываю, его я буду использовать уже для финальной обмазки. И тортик я собираю на весах, ну, мне просто так удобнее, чтобы в каждой прослойке у меня было одинаковое количество крема. Вот, допустим, если я взяла 400 грамм сметаны, 400 грамм сливок и 70 грамм пудры, всего получилось 870 грамм крема, 100 я отложила, это 770, 12 коржей это 11 прослоек, соответственно, на 11 прослоек это 70 грамм одна прослойка. Ну, вот такие нехитрые математические подсчеты, и получается все прям идеально, тютелька в тютельку. Крем я равномерно распределяю с помощью палетки, и в каждую вторую, получается, прослойку я добавляю остывший малиновый конфитюр. Всего у меня получается 5 прослоек, конфитюра было 200 грамм, соответственно, каждая прослойка по 40 грамм. Очень удобно. Конфитюр я отсаживаю с помощью кондитерского мешка по спирали, и его я потом не выравниваю палеткой, иначе это просто получится грязь. Сверху коржом накрываем, и он равномерненько распределяется. Последний корж мы кремом не смазываем. Далее, бока торта прокладываем бумагой для выпечки. Ее, кстати, даже намного удобнее использовать, чем ацетатную ленту при сборке, потому что к силиконизированной бумаге крем практически не прилипает, как, допустим, к ацетатной ленте, потом очень много крема на ленте остается. И фиксируем раздвижным кольцом, чтобы тортик стабилизировался и получился максимально ровным. Можно даже и в кольце сразу собирать медовик, но для меня это не очень удобно, поэтому я собираю без кольца и потом уже кольцо надеваю. Здесь сверху хорошенечко притрамбовываем, чтобы лишний воздух между коржами ушел, и можно даже сверху небольшой груз положить, чтобы тортик хорошо просел и пропитался. Сверху пленочкой и в холодильник минимум на 6-8 часов. Я убираю обычно на ночь. И когда тортик хорошо отстоялся, стабилизировался, пропитался, снимаем кольцо, убираем бумагу для выпечки. Обратите внимание, на ней практически не остается крема. И теперь есть два варианта. Можно красиво украсить торт, покрыть, выровнять кремом, например, чизом, и украсить уже по своему желанию, либо просто по-домашнему. Кстати, вы часто просите, покажу вам размер готового торта. Высота у меня получилась 11 сантиметров, диаметр 18, и вес черновой кило 600, учитывая вес подложки. Так как торт у меня домашний, украшу я его тоже очень уютно и по-домашнему. Тот крем, который я изначально откладывала и который все это время хранился в холодильнике, обмазываю тортик сверху тонким слоем, и обрезочки, которые я хранила при комнатной температуре в контейнере герметично, потом измельчила в блендере, и вот таким вот образом с помощью шпателя обсыпаю торт со всех сторон. Излишки убираю, и для декора я решила использовать свежие ягоды, пока сезон, нужно пользоваться этой возможностью. Здесь у меня малина свежая и голубика. И мой красавчик медовик готов. Согласитесь, он прекрасен. Для меня медовик это просто идеальный торт на любой праздник. Посмотрите, насколько он получается нежный, какой красивый в разрезе. И вот этот вкус, обычно медовики, они получаются очень приторные, но здесь крем сметанный и плюс еще малиновый конфитюр, они настолько балансируют вот эту сладость медовых коржей. В общем, это обязательно нужно пробовать. На данный момент это идеальный медовик для меня. Обязательно пробуйте, но я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся.